Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про микротексты в дизайне интерфейсов и как они влияют на взаимодействие с пользователем. Начнем. Меня зовут Олег. Я выгляжу примерно вот так вот. Специализируюсь на продуктах в HelloLab. Стараюсь делать именно продукты, потому что мне это больше интересно. В Halo я вот тружусь уже 1,5 года, возможно даже чуть больше. Начнем с того, что текст – это диалог. И при создании любого микротекста мы должны думать об интерфейсе как о диалоге между продуктом и пользователем, где заголовки и основной текст – это то, что мы говорим пользователю, а надписи на кнопках, поля ввода, переключатели и различные меню – это фразы пользователя, которыми он общается с нами, с продуктом. Почему это важно? Потому что это создает дружелюбный, разговорный опыт и обеспечивает последовательный сценарий взаимодействия. То есть наш продукт имеет какую-то индивидуальность, и эта индивидуальность отражается в интерфейсе. Вот, например, приложение Bubble вместо стандартного Enter your name спрашивает What is your name? И использует это имя в приветствии. Это делает взаимодействие более личным, более уникальный подход. Еще один пример. Когда пользователь нажимает на кнопку, текст должен отражать его мысли. Например, вместо Reserve your stay apartment, stay, как здесь, можно было бы написать I'll reserve. Как будто бы сам пользователь это говорит: все, я резервирую. Также нужно осторожно касаться чувствительных тем. Например, такие темы, которые касаются личных данных, денег, возможно, семьи и так далее. При работе с такими темами нужно быть честными и прозрачными, объяснять все условия и процессы. Например, зачем мы используем данные, как рассчитываются комиссии и так далее. Нам нужно убедить пользователей, что их данные в безопасности, и мы их защищаем и не используем для чего-то, что, возможно, пользователю бы не понравилось. И если есть какие-то ограничения по этим темам, то было бы отлично дать пользователю возможность обойти эти ограничения. Например, не разрешать доступ к камере, не разрешать доступ к микрофону, контактам и так далее. Вот, например, есть такой интерфейс. Это, я так понимаю, бронирование отеля. И здесь есть баннер, который позволяет пользователю получить бесплатную услугу, если он зарегистрируется или там что-то еще, какое-то действие выполнит. То есть мы пользователю добавляем опцию. В то же время все-таки здесь нету информации о политике отмены бронирования, и, конечно, было бы неплохо об этом рассказать до того, как пользователь заплатит. Далее есть такое правило, что кнопка всегда должна отображать действие. Текст кнопки всегда должен отображать действие, которое произойдет после нажатия. Например, если нажимая на «Забронировать сейчас», пользователь не сразу бронирует, а сначала должен ввести какие-то свои данные, номер, телефон и так далее, то лучше на этой кнопке написать «Показать номера» или «Выбрать тариф». Также нужно избегать кнопок с надписями «Да» или «Нет», так как они не дают четкого представления о следующем шаге. Вместо этого лучше использовать точные формулировки, например, как «остаться», «выйти», вместо «да» или «нет» на экране. Если кажется, что сложно придумать текст для кнопки, возможно, интерфейс плохо организован, возможно, стоит задуматься над общим флоу. Можно рассмотреть вариант разбить на несколько шагов этот флоу и уточнить логику. То есть что-то поменять, где-то поменять layout. И тогда появятся идеи для того, какой текст написать на кнопке.
Вот есть пример. У вот этого приложения Dice есть опция Browse First. То есть нам не обязательно логиниться сразу, и пользователь сразу понимает, что по нажатию на Browse First что произойдет. То есть он перейдет в приложение, минуя регистрацию. То есть довольно очевидно. Также, когда вот у Glovo есть интерфейс, когда пользователь отменяет бесплатную пробную версию, мы спрашиваем у пользователя, действительно ли он этого хочет. И вместо того, чтобы там да или нет написать, есть кнопка, которая обозначает, что произойдет. Продолжится бесплатная пробная версия. Или да, я уверен, я хочу отменить подписку. Далее пользователю необходимо объяснять, зачем нужно выполнять то или иное действие. Идеальный интерфейс должен быть понятным и без дополнительного текста, но иногда требуется убедить пользователя выполнить какое-нибудь действие, особенно если оно связано с предоставлением личной информации или взаимодействием с внешними сервисами. В таком случае сначала нужно объяснять причину, зачем нам это нужно и зачем пользователю это нужно, а затем инструкцию, как это сделать. Это делает руководство более запоминающимся и логичным для пользователя, что упрощает выполнение действий, повышает процент пользователей, которые такие выполнили это действие. Вот пример. Strava, она объясняет, почему необходимо указать дату рождения для улучшения пользовательского опыта и социальной ответственности. Таким образом, Strava создает прозрачность и укрепляет доверие, что позитивно сказывается на конверсии. Не нужно объяснять, как взаимодействовать с элементами интерфейса. Если нужно объяснять взаимодействие, это может быть признаком недостаточной интуитивности интерфейса. При этом появляется риск упустить более важную и полезную информацию, потому что место на экране занято объяснением. Часто встречаются лишние подсказки, такие как «нажмите для продолжения» или обычные плейсхолдеры вроде как «поиск». Пользователи уже давно знакомы с тем, как работают кнопки, переключатели, поля ввода и инпуты, поэтому объяснять «нажмите» или «введите» – это излишнее. Вот пример. В этом приложении placeholder в поле «Поиск» может быть полезнее, если предложит конкретные примеры для поиска. Например, по сумме, или по имени, или по дате. То есть напишут прямо здесь в placeholder, по каким параметрам можно искать транзакции. Или вот, например, в поле поиска Shein предлагается найти конкретный предмет одежды. И при этом этот текст динамически меняется, то есть, во-первых, он привлекает какое-то внимание на себя. Вот этот значок огонька подразумевает, что сейчас там какие-то или скидки, или многие, какой-то ажиотаж происходит. Вот, поэтому это еще имеет такое завлекательное действие, кроме функционального. Также еще существует правило, что один микротекст – это должна быть одна мысль. Потому что пользователь сканирует текст, а не читает его внимательно, и им сложно обработать несколько идей одновременно. Важно разбивать информацию на небольшие блоки, а не пытаться вместить все ограничения в одну подсказку. И тут такой совет – предоставляйте пользователю только ту информацию, которая необходима на данном этапе для совершения действия или принятия решения. Вот следующий пример – это пример плохой практики. Когда вот в этом модальном окне мы спрашиваем у пользователя, уверен ли он, что он хочет отменить что-то, и мы сразу задаем ему еще добивающий вопрос. Хотите ли вы продолжить или что-то вы еще другое хотите? Но пользователь сразу попадает в фрустрацию. Ему задали один вопрос, потом какой-то другой вопрос, непонятно, что ему делать. Также очень важно не множить сущности.
Такое случается постоянно. Я постоянно это вижу в разных приложениях, когда одни и те же вещи называются по-разному. То есть должен использоваться один и тот же термин для обозначения одного и того же объекта или действия во всем приложении. Например, вместо взаимозаменяемых терминов аккаунт и профиль нужно выбрать один и придерживаться его. Вот на этом экране показано тоже контрпример, где у нас есть действие leave. Интерфейс спрашивает, хотите вы действительно уйти, называет это leave. А на кнопке это уже называется выход, exit. При том, что, как видите, вот тут вот в тексте написано quit. То есть, когда это используется в тексте какой-то синоним, то это окей. Но когда вот заголовок и кнопка не мэчатся между собой по копирайту, это плохо уже. И не юзайте жаргон. Будучи техническими специалистами, мы часто подвержены проклятию вот нашей терминологии, наших знаний, и технический жаргон может прокрасться в наш интерфейс. Чтобы убедиться, что наш интерфейс не перегружен профессиональным жаргоном, быстрый и эффективный метод – это показать интерфейс людям, не входящим в группу разработчиков нашего продукта. Ну вот, например, здесь, когда мы верифицируем наш email, нам отправят какой-то OTP. Не без понятия, что такое OTP. Можно попробовать догадаться, но так или иначе пользователю вряд ли будет это понятно с первого взгляда. В принципе, здесь можно было даже убрать OTP и просто оставить код. И тут как бы очевидно, что на email придет код. Но вот это OTP, оно зачем-то усложняет эту ситуацию. Ну и не нужно использовать слово юзайте, конечно. Далее очень важный момент — это пустые состояния, потому что когда пользователь попадает на экран пустого состояния, он сразу попадает в некоторую фрустрацию. И интерфейс должен быстренько вывести его из этой фрустрации. И поэтому сообщение о пустом состоянии не должно просто говорить, что здесь ничего нет. Это и так очевидно, зачем об этом говорить. Вместо этого оно должно предлагать пользователям выход, и плавно направляя их к использованию продукта или конкретной функции. Хорошо составленное пустое сообщение даже может повысить конверсию. Вот, например, в Headspace объясняет, что нужно сделать, чтобы загрузить любимые занятия пользователя. То есть тут вот есть объяснение, что нужно сделать, и картиночка. А вот это приложение Top% Happier рассказывает, что пользователь может ожидать в этом вот разделе. То есть, что здесь будет в этом разделе. Вообще очень хорошей практикой еще является добавление кнопки, например, если это возможно. То есть, например, у нас есть какой-нибудь список, и в этом списке нет объектов. И пользователь может добавить в этот список какой-нибудь объект. И было бы неплохо, конечно, здесь кнопку там разместить. Наша лекция, мой доклад подходит к концу, и я хочу предложить чек-лист, который поможет улучшить процесс создания микротекстов. Когда мы проходимся по нему, мы сверяем наши тексты, которые мы уже написали, с вот этими вот постулатами. Я думаю, что я скину этот файл в Figma, и вы уже сами сможете его изучить. В принципе, тут большинство поинтов повторяется из того, что я уже рассказал, но не ограничивается тем, что я рассказал. То есть тут есть еще и дополнительные вещи. То есть, например, вот не рекомендуется использовать всякий «упс», «какой ужас», «что случилось», или, например, тоже всякие заголовки по типу «вот уже скоро мы уже приближаемся к цели». Не рекомендую такое использовать. Все, спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам лекция была полезной.